Ты для нее запретный плод. Для кого же? Давай посмотрим вместе. Новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, настраивайтесь на расклад. С вами Вика. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, вот все, что вы имеете, вы цените, потому что вам это все давалось очень и очень нелегко. То есть вам денежки с неба не падали. Вот человек, который не имеет таких прям больших-больших достатков, да, пусть это будет у кого-то средние достатки, у кого-то вот на данный момент может проигрываться даже нехватка денег, да, урезание, может быть, зарплаты, задержка. Но, тем не менее, вы человек, который рад уже тому, что имеет. Потому что это вот все мое родное, да. Это все, что вы копеечка по копеечке собирали, все, что вы, может быть, покупали, да, там дом, неважно, мебель, все в доме, все, что есть, да. Это вы все покупали сами. Вы заработали на это и цените вот каждый сантиметр, вот все, что у вас есть. Вы человек, который имеет довольно такую непростую судьбу. Человек, которому не везло на женщин. Я не буду сейчас слишком глубоко копаться, да, в этих всех былых ваших временах, чтобы и ваши раны не бередить. Просто скажу буквально в 2 словах. Вот женщинами вам не везло. То, что среди вас есть люди, которым попадались вот женщины холодные. Вот я их называю обычно снежные королевы. Это женщины, от которых вы либо же очень мало в свое время получали, либо же вообще не получали особо какой-то нежности, заботы, внимания, да. Кому-то приходилось вот с помощью подарков, с помощью каких-то, я не знаю, там денежных вложений в эту женщину, задабривать, да. Вот мне сейчас ассоциация такая возникла, вот собачку подкармливаешь, да, вот косточку ей бросаешь, и она такая сразу добрая-добрая, хвостиком виляет, она сытая. Вот почему-то у меня с ней, уж простите, да, никого не хочу, ни ваших женщин обижать, никого, но почему-то вот абсолютно такая ассоциация. Вот пока я эту косточку не кинешь, да, в виде подарка, либо же какой-то суммы денег, она не будет с вами, ни грамма белой и пушистой. Я не беру те времена, когда вы только познакомились, когда вроде бы было хорошо. Хотя среди вас есть те, у кого может ситуация даже повторяться, что ни одна женщина, да, там, может быть, 2, там, 3 были женщины в вашей жизни, которые были эмоционально холодные, которые были как генералы в юбках, да, которые могли вас застраивать, которые могли, я не знаю, не относились просто по-человечески. Это если коротко. Почему я говорю, вот на женщин вам не везло. Вот вы сами-то простые, ребят. Вот вы простые, как 5 копеек. Это в хорошем смысле слова. Вам реально много не надо, просто чтобы вас любили, ценили, обогрели, да, заботы, ласки, и все. И вы уже ручной. И вы готовы звезду с неба достать, правда? Вы готовы даже той единственной копеечкой, которая у вас, может быть, есть, вы готовы поделиться. Давайте сделаем маленький опрос. У кого резонирует, у кого не резонирует, то пишите, что нет, у вас такого не было. Давайте сделаем опрос. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько женщин у вас было в жизни, от которых вы не видели заботы, тепла и ласки. У кого-то это одна женщина была, у кого-то несколько, может быть, браков, либо несколько отношений было. Вот от скольких женщин вы не видели нежности, ласки, тепла, того, что должна давать нормальная женщина в отношениях, любящая женщина. Пишите, ребят, всегда интересно читать. Вы человек, который абсолютно не боится работы. Вы можете и по дому помочь. Вы не боитесь вообще никакой физической работы. Даже те из вас, кто, может быть, по жизни занимаетесь какой-то интеллектуальной работой, да, там за компьютером, в офисе, за рулем, где угодно.
Вы, если вот у вас, допустим, есть дача, либо же частный дом, ну, абсолютно, хоть в саду, хоть в огороде, вы всегда готовы помочь. Как пионер, да? Пионеры. Вы были пионерами, ребята. Так вот, погнали дальше. Что еще? Что еще? Да, вот подтверждение. Смотрите, вот уж простите, кому не нравится, что я говорю о женщинах, да, но я не могу об этом не сказать, потому что это вижу. Вы себя чувствуете одиноким в этом мире. Очень многие, даже те, которые вроде бы находятся в отношениях, да, поскольку это общий расклад. Те, кто без отношений, тем более. Потому что вы видите корыстный мир, потому что вы видите в глазах многих женщин вот эти самые доллары, да, вот эти все тугрики, денежки, вот она смотрит на тебя, вот ты знакомишься с женщиной, и ты понимаешь, что она вся такая продуманная, что она ждет, что ты будешь вот такой вот император, да, что ты сразу же чуть ли не с первой встречи ты положишь весь мир к ее ногам. Напишите, ребят, у кого это отыгрывается. Среди вас есть даже те, кто устали уже знакомиться, потому что корыстные, продуманные, с долларами в глазах, да? Вы это все видите, вы это все прощелкиваете просто на раз-два, у вас есть опыт, вы опытные. Да, вы императоры в душе, вы благородные, вы сильные. И неважно, сколько у вас денег, у кого-то больше, у кого-то меньше. Вы на самом деле, вы готовы, как я уже сказала, все отдать женщине, но если она не будет смотреть с долларами в глазах на вас, правда? Вы сами будете ей все отдавать, но только вы не должны видеть, что она вся такая продуманная, корыстная. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Поэтому многие из вас чувствуют себя одиноко, что ну елки-палки, женщин вокруг полно и в интернете, и в жизни. А все такие продуманные, а все такие какие-то фальшивые, все такие неискренние, все такие королевишны стали. Проханые такие, да? Причем вы видите, что женщины, которые от вас много чего хотят, сами либо же не хотят вообще ничего отдавать, либо отдают по минимуму. Причем это было у многих из вас в прежней вашей жизни. То есть от вас требовались золотые горы, а сама-то, дорогая, на что ты способна? Вот что ты способна отдать любимому мужчине взамен, правда? Потому что отношения и семья – это такой взаимообмен во всем. Семья – это когда все с приставкой «взаимо». Взаимопомощь, взаимопонимание, взаимоподдержка и так далее, правда? Ой, я прям не могу, ребят, что-то я прям за вас распереживалась. Давайте-ка смотреть. Чей же вы запретный плод, мои любимые мальчишки? Хоть кому-то из вас там, я не знаю, кто из вас писал, что вот, не называйте нас мальчишками. Ну, кому не нравится, пожалуйста. Просторы интернета большие, вы можете не смотреть, я не обижусь. Честная пионерская. А кто меня любит, ценит и обожает, погнали дальше, мальчишки, смотреть. Я давно уже ни на что не обижаюсь, я просто блокирую и все. Так, давайте смотреть. Чей же вы запретный плод? Ух ты, ух ты. Ну, смотрите, вот как вас воспринимают женщины, да? Неважно, вот даже не берем вашу какую-то финансовую составляющую. Вас воспринимают женщины сильным мужчиной. Кого-то, да, кого-то воспринимают как мужчину с характером, может быть, вспыльчивость некая появилась. Но я вам скажу, мальчишки, что в вас-то женщины влюбляются. Есть такие, которые влюбляются тайно, есть такие, которые пытаются в открытую флиртовать с вами. Причем, знаете, что самое интересное? Женщины разных статусов. Для кого-то это, может быть, открытие будет, да? Но смотрите, помимо того, что вы нравитесь женщинам разного возраста, и помладше, и постарше, но то, что вы нравитесь даже замужним, это для кого-то станет открытием. Давайте немножко в этом будем разбираться. Чей же вы все-таки запретный плод? Смотрите, в вашем окружении есть женщина. Она такая
Такая, знаете, страстная, огненная, она ходячий энерджайзер. Вот она активистка, она может быть такая балаболка, говорливая. Она может быть веселая, подвижная. Ну, то есть все, что сюда можно к энерджайзеру отнести, вот это все про нее. Она неплохо выглядит, ну, такого среднего телосложения, среднего плюс-минус возраста, да, но это общий расклад, то мы сильно так не привязываемся. Женщина, которая, в общем-то, неплохо зарабатывает, и она не свободна. Вот в чем парадокс. Вы для нее, вот почему запретный плод, потому что она в вас влюблена, но она понимает, что она замужем. То есть вы ее на данный момент, вы ее любимый мужчина, не муж. С мужем у нее такие, знаете, ну, такие, я бы назвала их токсичные отношения. Это отношения купи-продай. Это отношения, когда люди повязаны, может быть, машинами, квартирами, чем-то материальным. Это отношения, в которых любовь давно не живет. И отношения, в которых даже если есть тот самый кекс, то он бывает либо очень редкий, либо действительно просто как долг, вот как супружеский долг, потому что надо, потому что уже там очередной месяц прошел, а хоть разочек в месяц надо для галочки, да, отметиться. Ну вот в таком ключе. Это женщина, которая давно, в общем-то, вас заприметила, но она до такой степени вот, ну, порядочный человек, да, она понимает, что хоть у них и непростые отношения с мужем, хоть у нее и нет того самого тепла, нет нежности, про любовь я вообще молчу. Вот она живет как будто в золотой клетке. Почему она так живет? Получается, она влюблена в вас, но живет в золотой клетке. Она ждет, она, смотрите, она выжидает, что все-таки ее мужчина поставит точку в этих отношениях. Здесь есть момент, когда она боится и того, что она потеряет финансовое благополучие. А здесь и тот момент, что мужчина может ее немножко запугивать. Причем здесь запугивание может быть даже детьми. Ну, по типу, что я тебе не дам ребенка, да, если ты от меня уйдешь, либо еще что-то. То есть здесь еще присущий страх. Она боится его. Она очень и очень боится ставить точку, хотя в душе, вот в душе она для себя давно поставила точку с этим человеком. Я понимаю, что сейчас кто-то из вас точно начнет осуждать ее, рассказывать, что вот такая сякая, зачем она живет с мужем. Ну, знаете, бывают разные ситуации. Но то, что я вижу, это не отношения, это каторга. Это ситуация, когда ты и хотел бы уйти, но ты не можешь, ты боишься. И тут дело даже не сколько в деньгах, сколько в ее вот страхе. Здесь мужчина довольно влиятельный, может быть. Ну, то есть, я не скажу, что он там супер-пупер начальник сам. У него довольно неплохие связи. То есть, он может проплатить кому угодно, и все, этой женщине вот перекроют все пути дорожки и по работе, и везде. Поэтому здесь есть страх. Женщина, которая вами вот любуется, да, вы с ней можете общаться, вы можете переписываться. Вы у нее как отдушина. Вот она с вами общается, и она кайфует. Вы у нее тот глоток воздуха, который ее держит на плаву. Вы для нее эталон мужчин, да, вот, но настолько вот вы ее привлекаете, и это даже не внешность, это, ну, для женщины, конечно, тоже важна внешность, но здесь немножко другое. У нее реально, у нее к вам чувства, она к вам прониклась, ей классно, она хотела бы, вы посмотрите, она хотела бы кардинально поменять свою жизнь, но боится. Она-то поменяет, солнышко у нас выпало, она по-любому поменяет жизнь, просто для этого нужно время. Вы можете с ней общаться и дальше. Если кто из вас понял, что это за женщина, потому что, в общем-то, она не скрывает от вас, что она замужем, вы можете знать даже какие-то подробности ее жизни. То есть она с вами общается по-дружески.
И неважно, в переписке, либо в жизни у всех по-разному проиграется. Она не скрывает, вы у нее на данный момент, вот, вы у нее как лучший друг, как лучшая подружка даже. Она может кому-то из вас поплакаться, она может рассказать, она может посоветоваться. Но вот чтобы вы знали, у кого есть такая женщина, вот с кем вы общаетесь, у кого резонирует этот расклад, что она, конечно, питает к вам чувства. Не просто как к подружке, а как к мужчине. Но она это скрывает, да, вы можете, может быть, по глазам увидеть, да, обычно вот глаза — зеркало души. Вы можете увидеть по глазам, может быть, какие-то такие тонкие намеки, может быть, шутки какие-то такие с тонким намеком. Но она очень такая порядочная. Знаете, ну, такие женщины, наверное, очень редко встречаются. Другая бы уже плюнула и сказала: дорогой мой, да иди-ка ты лесом, да? И пошла бы во все тяжкие. Ну, большинство женщин так бы сделала. Это нет. Плохо, тяжело, больно. Но она все равно, вот она, ну, то ли это большой такой страх у нее. Да, это похоже, что у нее очень-очень большой страх. Поэтому, ребят, что я вам могу сказать? Вот вы для нее как запретный плод, с которым классно, но ты его не можешь сорвать, этот плод, на данный момент. Ты не можешь вкусить этот плод, да? Да, здесь страх конфликтов. Страх, страх, страх. Смотрите, у кого-то из вас в дальнейшем могут проиграться тайные отношения. Не у всех. Помним про общий расклад. Могут проиграться именно тайные отношения. Они начнутся, да, вот вы рискнете все-таки, несмотря ни на что, потому что она тоже вам будет очень и очень, ну, по душе эта женщина. Я думаю, кто понял, напишите в комментариях. Может быть, вы уже поняли, кто-то, может быть, в дальнейшем подумает, поймет, о ком это идет речь. Вы сначала можете скрывать эти отношения. Но отношения, вот если вы начнете, давайте вот все-таки посмотрим. Отношения, да, вот через боль, она будет входить в отношения. С одной стороны, ей кайфово и будет классно с вами, а с другой стороны, мужчина, вот прежний, это ее такая головная боль, которую, конечно же, без вашей помощи она не решит, эту головную боль. Может быть, кто-то из вас поможет ей, там, ну, я не знаю, квартиру поможете где-то найти, снять. Может быть, как-то с этим ее мужем вы поговорите по-мужски, да, это уже опять-таки будет у каждого своя ситуация. Но то, что эта женщина достойная, и эта женщина, но она в тяжелой ситуации находится, и то, что у вас с ней могут быть длительные, серьезные отношения в дальнейшем, это да, это факт. Поэтому вот такой непростой сегодня был расклад. Очень много такого запутанного в этой ситуации. Очень много таких вот вещей, которые, может быть, не все из вас и поймут. Кто-то осудит, да, скажете, почему она живет с ним. Но, ребят, вы поймите, если есть страх, а страх — это очень большая сила, она просто вот боится своего мужчину. И, может быть, действительно нужна ей будет помощь. Вот как мужчина вы ей, может быть, даже будете помогать. Поэтому дерзайте, общайтесь, помогайте, влюбляйтесь. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!